Итак, я вяжу узор, вяжу на левой полочке. Вот провязала узор и подхожу уже к петлям нашей планки. Вот маркер. И теперь мы петли снимаем на булавку. Вот эти петли мы вязать не будем. Если вы, можно снять и на маркер, в принципе. Давайте попробуем на маркер, может быть, получится хорошо. Переснимаем. Получается, да. Так, 5, 6 и кромочная. Так, подходим к другой полочке. Итак, провязываем нашу планку. Это у нас 111 ряд. Петля упала. И делаем первых 7 убавок. Провязываем 2 вместе. Возвращаем на спицу. Так, развернем. Еще 2 вместе. Так, маркер не нужен. Возвращаем на спицу и так далее. Значит, это 3, 4, 5, 6, 7. И здесь тоже вот эти петли соберем на маркер. Так, далее вяжем по узору. 7 закрыли, продолжаем вязать по узору. У нас первый ряд узора, а по схеме это цифра 2. Вот это двойная дорожка, остатки у нас остались. И начинаем вязать 7 лицевых. Две вместе вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево. Разворачиваемся, вяжем по рисунку и приближаемся к петлям нашей полочки. Итак, приблизились мы сюда, где у нас планка закрыта. И нам нужно провязать другую сторону. Итак, мы сейчас не будем разворачиваться на лицевую сторону. Это у нас 112 ряд. И мы сейчас продвигаемся вот сюда. Итак, это у нас левая полочка. У нас петли на маркере, так, и начинаем убавку. Одну петлю провязываем, протягиваем, возвращаем на спицу, так, провязываем и вот так протягиваем, не возвращаем, а протягиваем, и вот провязываем, протягиваем. Нам нужно закрыть те же 7 петель, как и на правой полочке, точно так же. Закрыли, продолжаем вязание дальше.
развернемся и будем продолжать убавки. Итак, я провязала изнаночный ряд, развернулась и вот провязала 4-й ряд узора по схеме, под цифрой 4. Это у меня левая полочка, левая. Итак, я вот подхожу к нашей планке, продолжаю вязать узор, как и вяжем. Вот это у нас двойная дорожка, лицевая, и все. И нам следующий по нашей схеме, вот схема, нам нужно теперь 2 петли убавить. Итак, мы сейчас, для того, чтобы у нас была плавная убавка, провяжем 2 петли вместе, но разворачиваться мы не будем. Надо это просто записать или запомнить. Нам нужно вязать дальше вот сюда, на правую полочку, и продолжать здесь наше вязание. Итак, здесь на этой на правой полочке уже нам нужно убавить 2 петли. Итак, снимаем 1 петлю, провязываем, протягиваем. 1, 2. Все, на правой полочке выполнена 2-я убавка. Итак, я предлагаю взять карандаш и вот так. 7 убавили, 7 убавили. Значит, это у нас правая полочка, это левая полочка. Значит, на правой мы убавили 2 петли. Вот сейчас здесь мы убавили только 1. Развернемся и потом на изнанке убавим 2. И вот так, потому что, ну, вы понимаете, потом же вот единички будут повторяться. И чтобы нам вот это вот количество, которое мы посчитали, 19 петель, чтобы мы убавили с одной стороны, конечно, и с другой стороны. Так. Итак, вот у нас сейчас правая полочка, мы убавку сделали. И уже у нас вот узор наш, как бы двойная дорожка у нас уже как бы уходит, узора нет. Но здесь у нас еще узор. Мы вяжем по схеме, у нас цифра 4 по схеме. Вяжем вот здесь такой же узор, как и на левой полочке. Разворачиваемся. На изнаночном ряду мы здесь убавку не делаем и двигаемся к левой полочке. И так далее. Итак, в результате вот провязывания я провязала в настоящее время 9 рядов. 9 рядов провязано. Так, и на левой полочке у меня осталось 20 петель. И закрыто, вот, так, вот закрыто 7, 2, 2, 2 и 1. То есть здесь осталось, давайте напишем, 20 петель. И на правой полочке закрыто 7, 2, 2, 2. То есть 13. Осталось 21 петля. И так вот, значит, здесь получается, что петли будут постепенно сокращаться. И должно остаться здесь по 15 петель. Это будут петли плеча. Правая и левая полочка, петли плеча. И дальше мы с вами встретимся и до следующего включения. Итак, продолжаем наше вязание. В настоящее время я оставила не 15, а 16. Кромочную еще оставила. То есть вот по нашим вот этим расчетам я сначала провязала, а потом все-таки подумала, вот за минусом вот этих вот петель я сделала расчет на 15 с кромочной. А теперь в результате провязывания вот все-таки изменила свое решение. Вот по этой петле мы оставим. То есть это будет не 15 у нас останется в остатке, а 16. Значит, вот по 16 петель. И на этих петлях будем вывязывать, значит, узор клубника. Дело в том, что на 15 петлях, на 15, вот в таком вот варианте у нас узор должен быть точно так же, вот, как и, значит, как и раньше мы вязали. Поэтому
я предварительно разделила, вот маркер отвесила, то есть вот 7 петель до начала ряда, и дальше вяжем. С этой стороны я посчитала свои петли, и у меня 6 петель до начала ряда, потом дальше узора клубника, и вяжем дальше. Поэтому, если у вас так получилось, можете вязать вместе со мной. Если же по-другому, то очень важно начать первый узор, а дальше уже, как говорится, будем вязать без проблем. Поэтому я провяжу с вами буквально несколько рядов. Итак, вот провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маркер. Маркер оставляем пока. Итак, 2 вместе вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево, и дальше у нас уже идет кромочная. Итак, вот давайте немножко растяну. Вот видно, значит, так, как тут лучше положу. Вот накид соответствует этому накиду, вот накид соответствует этому. То есть мы здесь сделали все правильно. Следующая полочка. Маркеры оставляем пока. Здесь мы вяжем 2 вместе. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе. И давайте посмотрим. Вот у нас вот этот, так, не видно, вот этот накид соответствует этому, этот соответствует этому. То есть мы сделали все правильно. Маркер пока оставим. И здесь у нас 6, не 7, а 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и кромочная. Следующий ряд изнаночный провяжем самостоятельно, и я подключусь к вам в лицевом ряду. То есть для того, чтобы правильно начать, вот здесь провязывать вам, не ошибиться в провязывании начала узора клубника. Вяжем следующий ряд. Следующий лицевой ряд по схеме это под цифрой 4. Лицевая, лицевая, лицевая. Нам здесь, согласно нашей схеме, нужно привязать 6 петель. Но поскольку у нас петель немного, значит, вот мы подходим к нашему маркеру. И вот мы брали 2 вместе, вот здесь вот. Вот маркер. Значит, нам нужно, сейчас я маркер уберу пока. Вот эту петлю и эту мы провяжем 2 вместе с наклоном вправо. Вот вправо. Дальше лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, накид, лицевая, две вместе влево. Вот это у нас, значит, это у нас второй ряд. И провяжем следующую. Теперь провяжем другую полочку. Вправо. Вот 2 вместе вправо, лицевая, накид, лицевая, накид. 2 вместе вправо, накид, лицевая. Так, маркер пока не нужен. И вот эту с этой 2 вместе. И дальше лицевые петли.
Посмотрим, что у нас получается. Вот второй ряд, а вот это четвертый ряд. Так, здесь посмотрим. Второй ряд, а вот это вот с накидами четвертый ряд. Провяжем изнаночные ряды самостоятельно. Вот у нас очередное включение. Прежде чем продолжать вот на левой полочке вязать, я все-таки связала сначала вот эту нашу правую полочку, связала полностью ее. Вот что у нас получилось. Вот наша клубничка. Все хорошо получилось. Единственное, здесь какой минус. Посмотрим. Значит, здесь, когда я вязала вот 6-8 ряды, я вот здесь, у меня не хватало петель для того, чтобы делать накиды для наших ажурных дорожек. Поэтому здесь узор получился, но без накидов. И вот здесь вот буквально, вот вы видите, 2, 4, 6, вот это вот 8 ряд. Здесь вот, как говорится, ну вот такое вязание, что рядом с горловиной, с краем горловины. Вот на этом у нас варианте, вот у нас получилось, что вот мы провязали по схеме второй ряд и четвертый ряд, по схеме второй ряд и четвертый. Сейчас будем вязать с вами 6-й ряд по схеме. Я приготовила маркеры. И для того, чтобы не ошибиться в расчетах, вот у нас ведь петель не хватает слева. Итак, я предлагаю расставить маркеры там, где мы будем провязывать 6-й ряд. И в будущем нужно будет делать точно так же, чтобы не ошибиться, как где провязывать. Итак, вот эти 3 петли, лицевая, потом лицевая из накида, тоже лицевая. Это у нас будут 3 петли с наклоном вправо. Вот я их разделяю маркерами. Так, 2 петли с наклоном влево, ну 2 вместе, конечно. 2 петли вместе с наклоном влево, 1. 2 петли вместе с наклоном влево, 2. Ну и вот, начинаем вязать. Я думаю, тут уже все понятно. Кромочная, лицевая. 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, маркер, накид, 2 вместе влево, маркер убираем, накид, 2 вместе влево, маркер убираем, 3 петли вместе вправо, разворачиваем петли. И провязываем сначала 2, потом протяжка. Так, я не сделала накид. Значит, вот здесь накид у нас. Ну, вот так возьмем. Накид. Вот эти 3 петли провязанных и еще накид. Дальше маркер убираем. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем петли. С наклоном вправо. Так, теперь я предлагаю посчитать петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Поскольку мы взяли 2 вместе, надо поднять 1 петлю, чтобы у нас было 15. Напоминаю, что у нас раньше было 16. Вот. И вот таким образом дальше будем вязать. Следующий ряд у нас 9. В 9 ряду тоже нужно развесить маркеры. И дальше провяжем 9 ряд. Итак, у нас 9 ряд. Чтобы развесить петли маркера и не ошибиться, давайте посмотрим на лицевой стороне. В 9 ряду мы будем провязывать по 3 петли вместе с центральной. Для этого нам нужно на лицевой стороне определиться, где у нас лицевая центральная петля. Вот она, накид. Так, видно, да? Вот он, накид. Поэтому вот этот накид я отделю маркером.
с одной стороны и с другой стороны. Это будет наша центральная петля. И, соответственно, с одной стороны мы берем по 3, и с другой стороны берем по 3. Я думаю, все нормально, ничего сложного. Итак, провязываем 9 изнаночный ряд. Итак, 9 ряд вяжем. 9 четный ряд. Значит, вот у нас маркер, центральная наша петля. Так. А вот 3 петли, вот 3, которые нам нужно провязать 3 вместе с центральной. Накид, 2 петли снимаем на правую спицу, разворачиваем их, придерживаем накид и провязываем 3 вместе с центральной. Накид, маркер снимаем, изнаночная, маркер снимаем, накид, 3 петли с центральной, снимаем петли, разворачиваем, меняем местами и провязываем 3 вместе с центральной. Так, накид, чтобы не потерялся. Так, дальше накид. Остальные петли провязываем лицевыми. Ой, провязываем изнаночными по рисунку. Так, это 9 ряд. Вот у нас петля центральная получилась, все хорошо. Дальше вяжем 10 ряд. В 10 ряду накиды я не делаю. Провязываю по прямой. И теперь нам нужно понять, где у нас в 10 ряду будут наши петли. 2 петли с наклоном вправо, 2 петли с наклоном влево. Вот в этом месте. Давайте повесим маркер опять же. Хотя нет, лучше петлю эту центральную. Лучше мы петлю выделим. Вот петля наша. С одной стороны и с другой стороны. Итак, вот ориентир. Петля, которая у нас будет в центре. Вот она. Так, вот. Вот эта петля. От петли вправо мы 2 вместе сделаем. От петли влево тоже делаем 2 вместе. И так провязываем. Эти петли провязываем лицевыми. Так, и подходим, провязываем. И подходим сюда. Значит, делаем накид. 2 петли вместе вправо. Так, вправо. Дальше маркер уберем. Лицевая. Маркер уберем. И 2 петли вместе. Так, это было влево, вправо. Не так сказала. Значит, это было 2 вместе влево, а эти 2 вместе вправо. В центре лицевая. Ну, накид получился большое отверстие. Ну, может быть, при ВТО станет чуть меньше. Так, провязали накид. И дальше наши лицевые петли. Вот. Не забываем пересчитывать петли. И следующий у нас ряд будет 11. Нам тоже нужно понять, где нам сделать центральную петлю. Давайте посмотрим. Центральная петля у нас будет 3 вместе. Вот эти 3 петли. Вот эти 3 петли, мы их провяжем 3 вместе. Ну, с центральной, конечно. Значит, вот сюда маркер повесим. И вот сюда маркер повесим. Вот. Думаю, понятно. И мы их сейчас в изнаночном ряду провяжем 3 вместе с центральной. Итак, 1, 2, 3, 4. Маркер уберем. Накид. Хотя накид может быть вот так лучше, чтобы он не потерялся.
Итак, накид, 3 вместе с центральной, снимаем петли на правую спицу и разворачиваем. Провязываем 3 вместе. Накид. И остальные петли провязываем изнаночными. Так, и заключительный 12 ряд. Все петли лицевые провязываем самостоятельно. Я провяжу. Итак, я закончила вывязывать вот эти узоры клубника уже на 16 петлях. Итак, вот закончено вывязывание узора клубника на 16 петлях. Вот здесь и вот здесь у нас провязано. Так. И, конечно, я уже говорила, что вот здесь я буду по кругу набирать петли, вот здесь вот, и буду вязать резиночку 1 на 1 и соединять вот здесь вот с полой резинкой. Итак, теперь нам нужно разобраться с проймой. Значит, давайте посмотрим по сантиметрам. И потом поговорим о количестве провязанных рядов. У нас здесь провязано 18,5 сантиметров. И нам не хватило, еще необходимо довязать 1,5 сантиметра. Если мы знаем, что в 1 сантиметре 2,85 ряда, то нам провязать надо, я думаю, 2 ряда, лицевой и изнаночный, и посчитать, еще раз пересмотреть. Итак, вяжем 2 ряда и по прямой, уже без узора, и до следующего включения. Итак, очередная запись у меня, очередное включение. Вот какая красота у меня получается, мне очень нравится. Горловина такая хорошая получается. Значит, вот я довязала, по сантиметрам посмотрела, все хорошо, и я буду закрывать сейчас плечи. Даже чуть-чуть, можно еще даже ниже немного опустить. Словом, хватает. И вот здесь у меня был, вот маркер висел. Я посмотрела еще по маркеру ряды, как вы видите, у меня счетчика рядов нет. Я не считала сейчас ряды, но у меня здесь висел маркер, я посмотрела по сантиметрам, у меня получилась пройма вот сейчас 19,5 сантиметров, вот до этого края. И я буду закрывать в 3 закрытия, ну в каждом втором. 15 делим на 3 по 5 петель. Закрываем, сшиваем и потом встречаемся, будем напирать петли вот так по кругу. Итак, до следующего включения. Итак, у нас очередное включение. Значит, вот я хочу показать сшиты плечи. Вот как выглядит. Боковые швы сделаны. И теперь нам нужно набирать вот по кругу, где мы оставляли петли. Будем набирать петли по кругу. Я уже подсоединила нить. Вот нить подсоединила с изнанки. Итак, снимаем маркер. И надеваем спицы. Итого у нас здесь с кромочной... Ой, одну не надела. 7 петель у нас. Дальше. Я беру крючок. У меня крючок вот такой. Он вот такой крючок, что можно набирать, поднимать петли и потом надевать на спицу. То есть я вот так придерживаю и набираю. За 2 дужки подхватываем. И вот так вот набираем. Набираем петли. И я планирую провязать 1 ряд ложную петлевку, ну то есть изнаночными петлями. А затем я перейду на резиночку 1 на 1. Ну вот, и вот так вот дальше я набираю. Через 2 дужки. И дальше вот так вот. Теперь вот так. Смотрите, вот я вот так делаю. И вот так, я думаю, тут все уже понятно. Значит, здесь мы вяжем полую резиночку, как и вязали.
полурезиночку нашу. А здесь, и опять же, у нас здесь я записала 113 ряд, а в 116 нам нужно будет делать петлю. То есть мы вот провяжем, значит, 113, 114, 115, в 116 будем здесь делать петлю. И если вы хотите, чтобы у вас здесь была, ну, большой довольно-таки вырез, вот как вот у нас сейчас, большой, такая глубокая горловина, то можно невысокую вязать резиночку. Вообще я планирую ширину резинки, у меня здесь сантиметровая лента рядом. Значит, я расскажу кратко о своих планах. Значит, вот давайте посмотрим. Вот 2 сантиметра ровно. 2 сантиметра моя вот эта полурезинка. Для того, чтобы у меня здесь было красиво, тоже вот мы поднимаем петли и вяжем 2 сантиметра нашу резинку. Ну, на мой взгляд, будет нормально смотреться. И вот так дальше продолжаем набирать наши петли крючком и потом надеваем на спицу. И вот так до следующего включения и ну и так далее. Я думаю, тут несложно разобраться. В каждую вот такую петлю, в косичку, за 2 дужки я поднимаю петли и протягиваю. И затем надеваю на спицу. Спицы у меня 3... Ой, кстати, 3,5. Нет, да, все-таки оставляем. Оставляем спицы 3,5, потому что полая резиночка у нас тоже была на 3,5. И с самого начала мы резинку, мы не будем здесь менять номер спиц. И вот так вот я надеваю, провязываю один ряд изнаночными, то есть будет имитация, ну, ложная кетлевка. Дальше буду вязать резиночку 1 на 1. Точно так же, как вот у нас вот здесь. Итак, до следующего включения. Итак, петли набраны. Я набирала, я не считала количество, но петли набраны. И теперь мы будем вязать по изнаночной стороне. Для того, чтобы у нас здесь была имитация кетлевки, мы будем провязывать все петли лицевыми. Провязываем все петли лицевыми. Вот. А уже в следующем ряду будем провязывать резиночку 1 на 1. И вот что у нас получается. У нас получается вот здесь у нас полая резиночка, наша планка, а вот здесь изнаночные петли. То есть имитация кетлевки, ложная кетлевка. Итак, я вяжу первый ряд резиночкой 1 на 1, и я подключилась для того, чтобы сказать, что сейчас резиночку около горловины я вяжу классическими петлями изнаночными и лицевыми, соответственно. Из моих личных таких наблюдений, что резиночка 1 на 1 классическими петлями у меня лично выходит ровнее и красивее, чем бабушкиными. Поэтому, ну вот такая подсказка. Если хотите, вот можете вязать вот сейчас горловину, возле горловины, изнаночные и лицевые классикой, то есть классическими петлями. И вот провязываем столько, сколько нам нужно, я сказала 2 сантиметра. И когда мы провяжем 1 сантиметр, по рядам это, наверное, ряда 3 будет. Нам нужно будет перейти на полую резинку, потому что закрывать я буду иглой. Да, 2 ряда полой резиночки нужно сделать. И, значит, потом закрывать я буду иглой. То есть вот пока провязываем, а потом перейдем на полую резинку. Итак, значит, у меня сейчас 115 ряд. Но это 115 считать, если считать вот с этим рядом. Значит, 113, 114, 115. То есть, несмотря на то, что мы сейчас находимся на изнанке, вот, если посчитать, вот как я посчитала, вот этот ряд,
изнаночный 113, следующий 114, вот это 115. И поскольку мы петлю делаем на изнаночной стороне, вот у нас изнаночка, вот моя нить, что я добавляла. Значит, я буду сейчас делать петлю, вот, потом провяжем еще, наверное, ряд или два, и будем переходить на полую резинку. Итак, двойной накид, 2 вместе и разворот. Так, накид распускаем. Держим, чтобы не закрылась петля. Так, оставляем нить, которая нам нужна, вот величины, так приблизительно, чтобы у нас для пуговицы было хорошо. И провязываем дальше полую резинку. Вот, значит, так, это изнаночная. И дальше вяжем нашу резиночку 1 на 1, как обычно. И так до следующего включения. Итак, я провязала вот по кругу. И опять вот я нахожусь возле петли. Вяжем полую резинку. И мы помним, что мы провязываем эту петлю просто изнаночной. Дальше лицевая. Изнаночную снимаем, кромочная. Разворачиваемся. И теперь я хочу посмотреть, сколько у нас по сантиметрам провязано. Нам нужно сделать еще 2 ряда полой резинки. Вот уже 1,5 сантиметра. Поэтому сейчас я начинаю провязывать 2 ряда полой резинки, потом буду закрывать иглой. Итак, вот мы вяжем полую резинку, нашу планку. И дальше переходим на вязание полой резинки. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Как развернемся, то есть наоборот будем провязывать. И так до следующего включения.